10 утра, и это город Мендоса. Хотим немножко поснимать, какой это городок, чтобы было понятно, как он выглядит. Пока что внешне немножечко напоминает Буэнос-Айрес. То есть утром, ночью заезжали, было очень темно, только фонари светились, но было очень освещенно. То есть все вот эти авениды, все освещенное такое. Так, пока что мне напоминает больше Буэнос-Айрес. Единственное, что смотрю, высоток не так сильно много, потому что все-таки сейсмическая зона Мендоса, и, соответственно, чтобы они не валились, соответственно, оно такое больше трехэтажное, четырехэтажное, изредка там этажей 8, там Хилтон я видел, отель повыше такой постоял. А так пока внешне где-то вот так. Сегодня, правда, погодка еще та, но зато сегодня Вьернес, то есть пятница, и еще сегодня будет играть на чемпионате мира Аргентина. Так что сегодня народ будет веселиться вечером или грустить. Но, если честно говоря, мне так понравился городок. Такой для меня более привычный, как мы привыкли все-таки в Буэнос-Айресе жить. Такой стиль магазинов, остановок, автобусов, все много всякого сервиса. Много заправок, проезжаем, куча всяких заправок, аптек. Ну, то есть то, что, как вот видите, как в Буэнос-Айресе. Такое чуть-чуть меньше, чем Буэнос-Айрес. Зато рядом с Чили. Тут, наверное, до границы километров 50, может быть. А, трамваи ходят, точно, смотри. У нас трамваи не ходят, здесь трамваи ходят. Ух ты. Смотрите. Ну да, мини Буэнос-Айрес, честно говоря. Я бы жил бы в таком городке. Тут, в принципе, все понятно. Где киоск, где продуктовый магазин, где что находится. Все такие сервисы есть. И еще и природа красивая. Недаром, когда въезжаешь в провинцию, там говорят, вы въезжаете в провинцию, где хорошее солнце и хорошее вино. Горы здесь, Анды рядом. Тут еще сама Мендоса внизу стоит, сам город, а потом за ней уже начинаются горы Анды. И переезды в Чили ты находишься. Это улица Аристелис, одна чуть ли не, одна из главных улиц, потому тут много ресторанчиков, барчиков, магазинчиков, потому что улица такая, в общем, на которой много и туристов, и местных отдыхают, гуляют, да, видите, ресторанчик на ресторанчику. Это, да, похоже, так оно и есть. Так, университет Мендосы, смотрите. Ciencia de la Salud, то есть медицинский университет. Ничего, выглядит неплохо. Выглядит неплохо. Мне понравился чуток больше, чем в Сан-Луисе. Тут город Мендоса. Конечно, тут есть, видите, как после вот этого знака паре, есть такие открытые люки на обочинах. Я вчера такой чуть не свалился, не знаю, я пока что только в других городах не очень видел, но здесь как-то так плиты, если снятые, видно, да, то такие появляются ямы. И что-то я так вижу, они вообще принято здесь такие ямы. Вот. Так что будьте осторожны, когда выходите с машины, чтобы не свалиться в такую яму. Бо я вчера с непривычки чуть туда не шухнул. Ну вот даже по обычным улицам едешь, то в принципе ничего так. Нормальный, хороший городок.
тоже. Так, это Escuela какая-то. Ну да, сервисы. Мне понравился, хороший. Ям сказали, что это водостоки специальные, потому что дожди бывают очень сильными и несет с гор все очень мощно, потому тут специально сделали, чтобы не затапливали улицы, такие вот прямо открывающиеся, видите, эти канавы, куда может в любой момент вода попадать и все нести такими каналами. Так что это специально поделали, это не то, что тут недоделанные как бы тротуары, это все водостоки специально предназначенные. Мы пойдем в кафешку. Нам нужно позавтракать. Так что всем, кто не завтракал, тоже идите завтракайте. Потом после перерыва поставите. Сейчас поставите лайки, идите завтракать, а потом дальше продолжим. Мы вкусно покушали, вот позавтракали вот в этой кафешке. Очень вкусно было и дешево. И, честно говоря, ну, нормально. Недорого. 10 тысяч песо для хорошего завтрака человека. Это около $8. Нормально. Хорошо. Так. Поедем дальше. Сегодня немножко, конечно, все такое мокрое. Но ничего. Нам это не мешает. Как-никак зима. Никто не забывает, да, что это зима. А то потом скажут, что-то у вас за погода летом такая. У нас же все наоборот. Когда у некоторых лето, в Аргентине зима. Сегодня, по-моему, 2 июля. Где-то так. Посмотрите сами. Когда Аргентина играет в футбол в пятницу, вот это то число и есть. Сегодня пятница, сегодня Аргентина будет играть в футбол. О, чуть в другую машину не сели. Это не наша, оказывается. Так, поедем на этой машине. Ребята, мы остаемся на эту ночь ночевать в Мендосе, но решили немножко посмотреть, как говорят, сам город. Уже поздно вечером мы приехали, мы хотели ехать дальше, но там нам не ответили насчет ночевки. Это, по-моему, Сьерра де Сан-Мартин называется в Мендосе, высокая точка, с которой видно весь город. И я хотел чуть-чуть вам снять. Понятно, весь город у меня получится чуток, вот видите, за деревьями. И это ночная съемка, GoPro моя не потянет, я решил вам снять телефоном, смотрите. Вот это все Мендоса Капиталь, то есть столица Мендоса. На другу, и это все вокруг этой горы, вот во все стороны, то есть туда вот Капиталь, а с другой стороны этой горы получается вот туда вот пригород, но он тоже есть. Теперь покажу, где мы тут гуляем. На эту гору можно зайти пешком, или можно заехать прямо машинами. Такая змейкой. Заезжает дорога такая змейкой. И на эту гору можно заехать. Вот видите, дороги вот. Заезд, спуск. С одной стороны заезд, с другой стороны спуск. Вот такими змейками. Сейчас мы еще раз посмотрим на этот памятник. И я вам покажу дальше. Вы сейчас... Уже 2 лисицы здесь видел. Прямо вот здесь вот бегают. Смотрите. Este momento será recordado con orgullo por los hijos y los hijos de nuestros hijos, porque le dejaremos una tierra digna de ser vivida, donde cualquiera pueda crecer, crear o prosperar, libre de toda cadena, porque si somos iguales ante la vida, como así también no somos iguales ante la muerte. Todo hijo de mujer merece ser libre de una vez y para siempre. Seamos libres, que lo demás no importa nada. ¡Que viva la patria! ¡Viva!
Видите, там какой-то этот самый, ну, гид рассказывает про Сан-Мартино, ну и, как говорят, его лозунги. То есть его, что он там проповедовал, что мы все свободные, все мы как бы это самые, дети, женщины, ну и все такое, в общем. Что мы свободный народ, и хай живет наша Родина. Одним словом, дословно перевода я вам делать не буду, мы приехали сюда. Тут есть магазинчики, так как мы ехали по дороге 40, тут проходит дорога 40 и дальше идет по всей, я рассказывал про дорогу 40. Тут продаются всякие сувениры, ресторанчик стоит, интересное место. Будете в Мендосе, заходите, заезжайте. Видите, можно и подняться, можно и заехать. Вот люди заезжают. Ладненько, я вам постарался все заснять немножечко про это место. Дальше будет завтра будем снимать дальше наше путешествие. Мы прогуляться вышли. По улице, но нам еще полчаса подождать надо. И заодно тебе покажу немножко.